Привет, дорогие друзья! Вот в таком месте у меня сегодня началось мое утро. Этот чудесный домик приютил меня на ночь. Как вы уже поняли, ночью я сделала заброс. И ранним утром, в 3 часа утра, добралась сюда. Здесь сделала привал и устроила себе ночлег. Судя по бутылкам, бычкам и мусору на полу, здесь сталкеры уже останавливались. А вот так на такой кровати я расположилась на ночь. Уже заварила себе еду, сейчас покушаю, попью чай, приведу себя в порядок и двинусь дальше. Пока мой завтрак остывает, я вышла на улицу, разместила свои ботинки здесь, потому что солнце печет, чтобы они хоть чуть-чуть просохли. Честно вам сказать, страху натерпелась за всю ночь просто жуть. Во-первых, темный лес, темно, ничего не видно, животные. Одно это очень страшно переживать. Когда ты идешь с кем-то, ты свой страх разделяешь на двоих. Вам легче это все пережить вместе. Когда ты идешь один, ни на кого, кроме себя, надеяться невозможно. Нету надежды, что кто-то тебе поможет, если что, поддержит. Поэтому все только сам. Конечно, было очень страшно. Честно сказать, не знаю, как на это решилась, потому что в моих мыслях, когда я готовилась к этому одиночному походу, все было гораздо легче. На деле оказалось гораздо страшнее, гораздо тяжелее. Плюс, что когда я пришла в эту деревню, мне послышалось, что кто-то крикнул «Свет!». И это меня настолько напугало, что я не могла уснуть. То есть ночь у меня прошла без сна. Буквально, наверное, какими-то урывками я просто подремала. Вот сейчас мне нужно привести себя в порядок. Мы немножечко пройдемся, посмотрим, какой здесь сохран. Ну и отправлюсь дальше. Надеюсь, я дойду до Припяти. Друзья, пока я тут изучаю заброшенные домики, хочу сделать небольшое отступление и рассказать предысторию этого похода. Как вы уже знаете, границы с Россией до сих пор закрыты, и совершенно неясно, когда наладится сообщение. В связи с этим мною было принято решение идти в одиночный поход. Тем более мысли о соло-походе давно сидели в моей голове. Посчитав, что все это знак, я выбрала наиболее подходящий день, маршрут и место для заброса. И вот под покровом тьмы с тяжеленным рюкзаком я уже пробираюсь сквозь колючку. Ночную дорогу и заброс я не снимал. Да, собственно, и снимать там было нечего. По пути мне встретилось стадо кабанов, которые жутко напугали меня своим топотом, и после этого до кучи началась страшная гроза. Вот с такими небольшими приключениями, но ужасно напуганная, я и добралась до заброшенной деревни. Ну а что было дальше, смотрите сами. Полный дестрой. И окон нету, и крыши нету. Когда я сюда заходила, ночью увидела несколько домов. С виду у них был очень неплохой фасад, но заходить туда я побоялась, потому что они стояли в начале села. И не хотелось бы, конечно, нарваться ни на правоохранителей, ни на еще каких-то сталкеров, так как я хожу в этом походе одна. В этом домике при входе гнездышко кто-то свил. Меблировка сохранилась частично. Тоже подтекает.
щель огромная вот там. Печь уже сложилась. Сейчас посмотрим, что на чердаке. Лестница стоит, значит, сталкеры здесь ночуют. Нет. Крыша дырявая. Тут, по-моему, лучше внизу даже перекантоваться, чем здесь. И, кстати, в один домик я заходила, там тоже была очень неплохая крыша, но я бы не смогла туда залезть. Я очень устала. Лестницы там не было. И с тяжелым рюкзаком я просто поняла, что туда не добраться мне. Поэтому выбрала себе более опасный, но на тот момент мне показалось, что этого будет достаточно. Вариант расположиться в основной комнате дома. Но здесь ничего интересного. Вся меблировка вынесена, и полы даже сняты. Возможно, это даже хозяева дома сделали. Может быть, и мародеры. Но с виду домик богатый. Он крашеный, с резными окнами. И видно, что крыша добротная. На том берегу стоит олень. Пасется. Еще не услышал меня. Я добралась до реки Уж. В этом месте мы с Людмилой перебирались в позапрошлом году, когда ходили в мокрый поход. Сейчас береговая линия немножечко изменилась. Посмотрим, остался ли брод. А то придется надувать наш любимый зеленый матрас. Песочек, песчаный пляж. А сейчас все подтоплено. Но вариантов все равно нету. Поэтому даже если здесь будет глубоко, мне придется переплавляться. Пока по колено глубина. И видно дно, что не может не радовать. Но левый берег, он всегда глубже, поэтому, скорее всего, там будет уже по пояс или по грудь. Так по пояс мне. И становится все глубже. До берега осталось вот совсем фигня. Смотрим, еще глубже. Прям сносит. Видимо, все же придется надувать матрас, потому что я так не поднимусь. Итак, друзья, начинаю переправу. Нашла другое место. Вот здесь на пляже сначала глубоко, немножечко страшновато, но потом нормально, можно идти. Примерно одна глубина везде. Здесь только будет яма. Вот разделила вещи. Господи, здесь
камни. Где я шла-то? Ощупываю дно, потому что здесь вообще ни черта не видно. Я поднимаюсь, а дна я не вижу. И поэтому стрёмно. И еще стрёмно, что можно наткнуться на что-то. И вот так, наискосок, к деревьям. Ну и финальный рюкзак переношу. Не очень удобно. В том году брод был лучше. Вот так я боюсь намочу. Решила, что не буду снимать с рюкзаком, потому что очень неудобно. Так что увидимся на том берегу. Итак, друзья, пляж найден. Вещи все я перетащила. Сейчас нужно хорошенько выкупаться, чуть-чуть отдохнуть, потому что день обещает быть длинным и жарким. Мне предстоит длинный переход в самый солнцепек. Сегодня тоже жаркий день. Наверное, будет градусов под 30. Поэтому сейчас охлаждаемся, купаемся, собираемся и двигаемся дальше. Но вокруг потрясающие пейзажи извилистой реки Уж.